Добрый вечер всем! Привет, девочки, привет, мальчики, всем тем, кто вяжет со мной. Сегодня, спустя неделю, может быть, даже больше, я решила сделать для вас очередное видео. У меня уже хандраж начинался, потому что так долго я не вязала. Я даже дома, наверное, дня два не вязала. Для меня это было очень тяжело. У нас жара, каникулы, и времени практически у меня ко всему этому нет. Но сегодня я его немного своровала и решила с вами связать вот такого медвежонка. Девочки, этот медвежонок, я не могу сказать, кому принадлежит эта схема, потому что голова от этого медвежонка принадлежит обезьяне, которая находится на моем канале. Ручки и ножки принадлежат медвежонку, который тоже находится на моем канале. Животик я буду вязать такой, но только чуть-чуть побольше. Сделаю немножко изменений, он тоже принадлежит совсем другому мишке, где я тоже сделала кое-какие изменения. Шапочка принадлежит собачке Сони, которая тоже на моем канале. Вот, поэтому я хочу сказать, что это мною собранный гибрид, которого я бы с удовольствием показала, как его вязать. Единственное, что я в этой схемке изменю, я сделаю чуть-чуть побольше животика, больше нет. Вот так он выглядит сзади. Ушко у этого медвежонка связано только одно, потому что я вязала ему шапочку, и эту шапочку я прошила, чтобы она не снималась. Идея была такая, что этот медвежонок, он идет просто для фотосессии. Отдельно я еще связала такую же шапочку и связала такие же пинеточки для маленького бибичка. Вот. Сюда еще потом будет вышито имя. Мы еще ждем, как малыша будут звать, мы еще не знаем. И потом это имя здесь пришьется. Вот. Вот такая прелесть у нас будет. Точно такую же расцветку, потому что медвежонок мне был заказан в голубом тоне. Еще один такой. Единственное, что я здесь хочу взять носик не черненький, а возьму носик вот такой синенький. Он будет здесь очень красиво смотреться. Так, с чего начнем? Да, я, конечно, хотела сделать медвежонка, может быть, в розовом цвете или в каком-то таком, ну, совсем в другом. Но так как он был заказан, я буду делать его в точно таком же голубом тоне. Вот, для этого я уже для этого медвежонка связала шапочку. Я не буду вам объяснять, как она вяжется, потому что эта шапочка есть на моем канале. Я ссылочку сделаю вам под видео, чтобы вы знали, куда заходить. Шапка от Sony. Шапка от этой собачки Сони, она вяжется еще намного длиннее и еще прибавляются петли. Но я здесь прибавляла до тех пор, пока примеряла постоянно на голову этому медвежонку, чтобы она сидела, вот одно ушко как закрывала. Поэтому, так как она пришита, ухо одно я не вязала, оно в принципе не нужно. Я вязала только одно ушко для этого медвежонка. Итак, прибавки я здесь делала, сейчас вам скажу, девочки, сколько последний ряд был прибавка. Вот у меня прибавочка. И потом идет 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 петель и прибавка. Потом я провязала 2 ряда без изменений и сделала рачий шаг в обвязке. И он как раз подходит для этого медвежонка. Вот, так что схемку собачки вы можете увидеть, схемку этой шапочки вы можете увидеть на моем канале под видео собачка Соня. Так, ножку я уже связала. Она выглядит вот так. Обратите внимание, что у этого медвежонка я эту обвязку не делала. Хочу сделать ему обвязку. Мне очень это понравилось, чтобы пиджамка выделялась. И взяла я совсем другие глазки. Глазки здесь 9 миллиметров. Выглядят они вот так. Идут они на крепление. Обязательно, потому что если вдруг это ребенку, да, то все должно быть на креплении. Вот так выглядит ножка. К ней еще мы будем вязать ушки. Я еще пока их не связала, но я вам покажу, как это вяжется. Вот, ножка и, девочки, еще ручки я тоже связала. Где-то я ее, наверное, в другой комнате оставила. Ручки вот такие, но опять же тут будет обвязка обязательно. Вот, и воротничок идет по цвету обвязки. Для этого я использовала пряжу. Пряжа Himalaya Dolphin Baby. Я всегда ее использую. В этот раз я хочу взять более светлее коричневый тон. Мне он был так заказан. Номер этого тона 80317. Потом мне нужен белый цвет Гималая. Идет 80301.
И голубой. Так как у меня голубого от Гималая нету, то я взяла от Yarn Art. И номер у него идет 749. Что хочу сказать, что Гималая, что Yarn Art одна и та же, в принципе, пряжа, только Yarn Art он немножко толще. Ну, мне такое ощущение, что Гималая, она слегка мягче, а вот Yarn Art он немножко толще. Итак, брала крючок номер 5. Наконец-то у меня появился опять мой бамбуковый крючок, на которого я один раз села своим попцом, и он у меня не выжил. Он у меня не выжил, но я себе купила новый. Я ходила к столяру, он мне его отшлифовал, он мне его покрыл лаком. И я обожаю этой штучкой вязать. Номер 5, девочки. Глазки у этого медвежонка я брала 18 миллиметров. Я бы, конечно, сюда какие-нибудь другие глазки бы ему засунула, но хотят именно такие. Поэтому также беру 18 миллиметров глазки, и у них идет вот такое крепление. Вот. И хочу для этого медвежонка взять вот такой шикарный носик. Он очень бархатный и красивый. Мне бы захотелось взять его за место черного, потому что, мне кажется, он здесь будет просто шикарно смотреться. К нему тоже идет крепление. Крепление это не родное. У меня появятся такие щипцы, чтобы я могла закреплять это крепление. Крепление сюда идет очень тяжело, поэтому я взяла другое крепление. Оно не отсюда, но его, если оденете, вы его не снимете. Поэтому разницы нет. Плюс еще, девочки, к этому медвежонку идет суставчик. Я ему сделала суставчик, потому что я ужасно не люблю пришивать головы. Вообще не люблю ничего пришивать. Здесь у него будет все ввязываться, ножки будут ввязываться, ручки ввязываться. И будет голова на суставчике. Вы можете потом эту головку крутить во все стороны, позиционировать, как вы хотите для фотографий. Поэтому сустав выглядит вот так. И он 3,5 сантиметра. Сустав вставляется в шею. Потом вязка закрывается. Потом, когда вы наполовину свяжете голову, вставляется в голову. И в голове внутри ложится шайбочка и идет сверху крепление. И тогда голова держится. Это я вам все покажу в течение вязки. И еще, девочки, я хотела сделать небольшое такое вступление. Помните, я выставляла видео у себя от моей подруги с Волгограда, которая делает украшения. Так вот, для тех, кто живет в Германии, девчат. Я заказала у нее браслет и заказала для себя сережки. И она мне прислала. Доставка была в течение 2 недель. На таможне все пропустили. Пришло ко мне письмо вот в таком виде. Вот я стою здесь, Хелена Янцер, ко мне это пришло. Девушка Гамахария Валерия с Волгограда. Она мне прислала, я у нее заказывала браслеты. Браслеты здесь идут настоящие камни. Здесь обыкновенный гранит, а эти камни имеют свое свойство. Я у нее их заказывала, и я балдею от этих браслетов. Мне они очень нравятся. Просто хотела похвастаться, показать, если вдруг кто-то у нее что-то заказывал, что все доходит домой. Плюс еще я у нее заказывала себе серьги. Серьги из перинных, вот этих вот, не перинных, господи, страусиных перьев. Она мне сделала серебро, потому что я не переношу никакой моды, шмук, не переношу никакой камень, не камень, как она, металл. У меня аллергия на любой металл, у меня пухают уши, я ношу только или серебро, или золото. И оно у меня сейчас в данный момент лежало, вообще его, если слегка феном распушить, они очень пушистые. Она сделала мне из настоящего жемчуга, потом она взяла серебро и взяла гематит, это тоже мой камень. Вот, и прислала, все пришло домой, и у меня, по-моему, даже фото где-то вставляла, они... Девчата очень шикарные. Просто хотела сказать, что все идет домой, не идет ничего на таможню. И я очень довольна этой работой. Вот, ну это я. Так, для своей подружки. Потому что я ее очень люблю. И, кстати, заказывание уже делали. Я благодарна вам всем. Итак, приступим. Спасибо за то, что вы меня прослушали, за этот момент. Я вам очень благодарна. И еще хочу сказать огромную благодарность всем тем, кто пишет мне сообщения, кто оставляет мне комментарии, всем моим новым абонентам. Подписывайтесь. Я очень вам благодарна и рада. И с удовольствием буду показывать вам новые схемки. Так, итак, давайте тогда свяжем ножку. Для этого крючок номер 5. Берем Гималая. Кстати, хочу сказать, что у нас 32 градуса жары. Сейчас немножко так отпустила, да, сейчас время у нас 9:30. Все равно
ужасно все клеится. Я надеюсь, что у меня получится с вами связать. Этот медвежонок, эти ножки и ручки, это схемка медвежонка, который стоит у меня уже. Но я знаю, что там многим было очень тяжело связать. Не получалось, потому что это были мои начальные видео, и я там не так четко это все показываю. Поэтому покажу вам сейчас в медленном виде и все так, чтобы вы это поняли. Девочки, берем, набираем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Во вторую петлю мы делаем прибавку из 3 петель. Раз, два, три. Теперь мы вяжем 3 петельки. Раз, два, 3. И в последнюю петлю мы вяжем опять 3 петельки. Раз, два и 3. На этом ряд закончился, мы его поворачиваем. Так, я сейчас намотаю здесь себе, чтобы мне это... Поворачиваем этот ряд и вяжем дальше 3 петли. Вот смотрите, вот эта большая дырочка, где мы делали прибавки, да? Я надеюсь, все видно вам хорошо. В следующую петлю вяжем 3 петли. От следующей петли. Раз, два и 3. Вот. Теперь мы вяжем сюда прибавки. Одну прибавку. В следующую петлю вторую прибавку. Потом делаем третью прибавку. Теперь вяжем 3 петельки. Раз, два, 3. И делаем опять 3 прибавки. Раз, два и 3. Вяжем 3 петли. Раз, два, 3. Вот здесь, где мы сделали последние 3 прибавки, поставьте, пожалуйста, маркер себе, да, чтобы вы знали, что здесь начало ряда. Сделали 3 прибавки, теперь мы вяжем 1 столбик. Один столбик и 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. Так 3 раза, да? 1 столбик, 1 прибавка. Три петли. Раз или 3 столбика. 2, 3. Опять 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка и 1 столбик, 1 прибавка. Здесь у нас начало ряда, мы маркер поднимаем наверх. Сейчас посмотрю, у меня света здесь достаточно или нет. Может, вот так сделать. Эта лампа стоит. Видите, потом еще больше тени получается. Мне кажется, она мешает, нет? Ну, посмотрим сейчас. Дальше. Здесь мы ставим маркер. Где он? И вяжем 2 ряда без изменений. Один ряд и второй ряд. И потом опять здесь с вами встретимся. Итак, вот смотрите, я провязала эти 2 ряда. Теперь мы делаем 1 петлю смещения. Вот сюда. Ставим сюда маркер. И вяжем 11 столбиков. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь мы делаем 6 убавок. Раз, два, три, 4, 5, 6. И остается одна петля еще до конца ряда. Теперь мы делаем 10 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и делаем 4 убавки. Раз, два, 3, 4. До конца ряда у нас больше петель никаких нет. Девочки, теперь мы здесь, если кто хочет, вставляет глазки. По просьбе заказчика у меня идут глазки, но я решила сделать голубенькие. Нашла, я даже не знала, что у меня такие дома есть. Шикарные просто. И вот смотрим, в каком ряду я это делала. Под первыми убавками. Вот тут, где-то тут. Ну, смотрите сами там, чтобы они у вас одинаково сидели. Один глазик. Конечно, расстояние надо смотреть, чтобы было все одинаково. У меня есть раз, два, ну, где-то 3, наверное, петельки. Сейчас посмотрим. Приложу, да посмотрю, как оно будет выглядеть. Я не зацикливаюсь на этом. Я, конечно, люблю, чтобы оно все было ровненько. Так, нога у меня идет вот так. Поэтому глазки где-то должны быть здесь. Когда их прищегнете, знаете, мне, конечно, чуть-чуть надо вата набить. Я не могу понять вообще форму ножки что-то. Хоть немножко. О, девочки, жара, блин, у меня же все клеится, кажется, к рукам. Так, вот так будет нога. Вот сюда один глазик, и этот смещу сюда. Вот так, наверное. Блин, надо, чтобы они были одинаковые, иначе это некрасиво потом будет. Ну да, под первой. Так оставлю. Потому что если сейчас я эти шайбочки еще одену, то они полностью втянутся туда. Так. И где они? Так они одеваются и застегиваются. Один. И второй. Все, видите, они автоматически туда внутрь так впадают. Посмотрим. Сейчас я ее довяжу. Потом видно будет, ровное дело или нет. Окей. Теперь я вот этой белой ниткой до пятки довяжу простыми столбиками. 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите сами, да, сколько там петель. Мне кажется, 7 петель. 7. Вот. Теперь здесь мы будем делать смену нити. Для этого эту нить мы не отрываем, мы ее оставляем здесь. Но первую сперва давайте мы ее выведем за заднюю полупетлю. Здесь сейчас очень плохо это видно, но вы берете заднюю вот эту полупетлю, вытягиваете белую, ложите ее сюда вперед, берете цвет кожи, или там, ну, медвежонка, да, самого, и вяжете полностью один ряд
за заднюю полупетлю. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот. Набиваем ножку эту ватой. Заполнила я его ватой. Ну, вроде бы ровненько получилось. И давайте провяжем еще один ряд наверх. Сколько здесь? 14 петель у меня получилось. 2. Вообще не хотят скользить. Очень жарко. Давайте каждый провяжет один ряд от начала до конца. Итак, я этот ряд провязала. Теперь мы оставим эту нитку. Берем белую нить, немножко ее натягиваем. И ищем теперь передние стеночки, да? Ну, их, если вы их держите перед собой, вы их найдете. И вводим сюда и вывязываем эту кайму. Просто столбиками без накида. Так, до конца. Конечно, железным крючком намного проще работать, потому что он, ну, легче как вводится. Но я не знаю, почему я так припала на этот бамбуковый. Он какой-то, знаете, я бы не сказала, что он прям именно номер 5. Он как будто чуть больше, чем номер 5. И вот он прям вот правильный, прям вот для этой пряжи, что он получается и не маленький, и не большой. Я имею в виду петли эти. Так, здесь мы зацепляем. И вот мы сюда пришли, здесь еще одну провязываем. И в следующую мы просто делаем соединительную петлю, еще раз затягиваем и подлиннее отрываем. И прячем ее где-нибудь внутри. Сразу ее не отрезаем, иначе она у вас будет распускаться. Я бы ее протянула бы еще подальше, а потом отрезала. Вот так. Получается вот такая ножка. Мы сейчас еще здесь вверх провяжем, и потом мы ее, ну, заполним чуть побольше. Итак, здесь я, девочки, надо посмотреть, здесь я за заднюю ряд, и здесь еще 2 ряда. Здесь все вместе получается у меня 4 ряда. Это значит, что мы здесь провязываем еще 2 ряда без изменений. Провязываем 2 ряда без изменений, чтобы у нас было все вместе 4 ряда. Итак, я провязала эти ряды, да? Вот у меня получилось точно так же, как и здесь. Заполнила ватой. Теперь нам нужно перейти на голубой цвет. Для этого мы берем за заднюю стеночку, чтобы потом обвязать этот манжет за переднюю стенку. У меня здесь окно открыто, девочки, если сильно громко, извиняйте. За заднюю стенку вытягиваем эту петлю, потом мы ее отрываем, берем голубую петельку. Сейчас мне конец тут найти. Вроде бы я ей вязала. Берем голубую петлю. Ой, извиняйте.
Девочки, жара, вечер, все. У меня уже речь поперла не в ту степь вообще. Берем голубую нить, вытягиваем ее здесь. И эти теперь 2 нитки ложим на работу, затягиваем только, да? И вяжем весь ряд за заднюю полупетлю. В середину вводим и провязываем эти нитки вместе, чтобы они у нас были ввязаны в работу. И так весь ряд. Очень тяжело мне держать. За заднюю полупетлю. И когда мы эту ножку уже потом свяжем, то мы потом сделаем в конце за вот эту переднюю полупетлю такой же манжетик. Да, тогда она получается так аккуратненько, красивенько. Мне нравится. Вяжем, девочки, до конца за заднюю полупетлю. Вот, девочки, я провязала эти 4 ряда. Заполнила ватой, вот где-то до сюда. Теперь сзади, где пятка у нас, я остановилась и провязываем за обе стеночки. Обязательно последнюю. И закрепляем. Оп, это очень плохо. Так, я ее оставлю, так я буду ее ввязывать, потом вот так я ее вяжу. Распушилась, не могу ее вытащить, поэтому не буду сейчас вытаскивать, я ее просто потом ввяжу в тело. Так, дальше мы берем теперь белую нить, поворачиваемся назад, или вернее начинаем сзаду, вводим за заднюю петлю, выводим белую нить. Мне кажется, здесь даже удобнее брать не 5-й крючок, а 4-й там крючок взять. Да, она не такая большая будет. Вот эту ниточку мы ложим сюда. Держим ее, воздушная петля, и провязываем ее вместе за задней петлей, или сейчас это передняя петля, вместе с белой. И так мы обвязываем манжетик. 3 петельки сделали, там достаточно. Потом мы ее отрежем и вяжем так до конца. Получается ну, такая красота. Что, мне нравится. Итак, девочки, смотрите, вот у меня получились вот такие 2 ножки. Теперь давайте свяжем им ушки. Делается тоже очень легко и просто. Я даже, знаете, как я даже не со схемки взяла, я просто сама набирала петельки и ну, думала, как можно это как можно проще сделать. Вот так вот они выглядят, галочкой просто их связала и пришила. Для этого берем белую пряжу. Я набирала, знаете, я набирала 5 петель. Раз, 2, 3, 4, 5. И теперь я шла просто по петелькам назад. Раз, 2, 3, 4. Теперь я набирала здесь 5. Раз, 2, 3, 4, 5. И по этим петелькам шла назад. Раз, 2, 3 и 4. Вот, получались вот такие ушки у меня. И я, ну, можете здесь еще провязать одну петельку для соединения. Потом я это отрезала. Если у кого-то есть другой метод, вяжите по вашему методу. Просто 2 таких маленьких ушка. Потом я их здесь завязывала. Получалась у меня такая вот галочка
как будто бы. Вот. Ну, вот такие у меня получались ушки. Очень просто. Их можно здесь вот так вот пришить. Вот так. Некоторые делают одно ушко сюда, одно ушко сюда. Тоже красиво. Но тогда они не соединены. Они будут по отдельности. Вам надо будет два ушка пришивать. А я себе работу облегчила. Сделаю прямо тут вот над головой. И вот так их прошью. Итак, дальше вяжем руки. Добрый вечер, дорогие девочки. Хочу сказать, что между ножкой и ручкой прошло 3 дня. У нас спонтанно было такое решение поехать на кемпинг с друзьями, поэтому мы буквально сегодня только приехали, и я продолжаю вязание. Итак, мы вяжем теперь все вместе вот такую ручку. Для этого мне нужна будет пряжа такого цвета или цвета кожи, какая у вас, я не знаю, смотрите сами. И мы делаем кольцо амигуруми или же из 2 петелек вывязываем 6 петелек. Итак, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем и вяжем 6 прибавок. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Намазала руки кремом, теперь руки вообще не скользят. Не руки, крючок не скользит. Руки не должны скользить. Крючок не хочет скользить. Руки, блин, в креме и еще так жарко. Так, следующий ряд, девочки, вяжем 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Вот я провязала, теперь ставим здесь маркер. И провязываем 2 ряда без изменения. У нас сейчас в данный момент 18 петель. Провязываем 2 ряда без изменений. Вот эти вот. 1, 2. Потом будем делать убавки. Провязали эти 2 ряда. Теперь мы делаем ряд с убавками. Для этого мы убавляем 6 раз, делаем убавки. 1 убавка. 2 убавка. 3, 4, 5, 6. И вяжем 6 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, теперь мы будем здесь делать смену нити на голубую. Для этого я сейчас возьму голубую нить. И мы вяжем за заднюю стеночку 1 ряд. Мы вводим крючок в следующую петлю за заднюю стенку, вытягиваем еще эту коричневую, потом прикладываем голубую и вяжем так весь ряд. Вот эти 2 ниточки ложим наверх, чтобы они были вместе провязаны. 1, сколько у нас петель, сейчас посчитаем. По-моему, 12 должно быть. 2, 3, внутрь туда и прячу. 3 петельки хватит и провязать. 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, двери долбятся уже. 9, 10,
11 и 12. 5 минут мамы не было, все, уже в дверь долбятся. Я закрыла. Ага, чтобы мне не мешали. Итак, теперь сюда мы наполняем ватой. Ключи берут, и дверь с другой стороны открывают. Боже, все, я пошла. Эта Стелка была настоящая козерожка. Блин, прет. Даже если двери закрыты, она берет ключ с другой стороны, вталкивает его, всовывает его в замок и пытается открыть. И вы понимаете, она наполовину почти это смогла. Ой, кошмар. Вот упрямые дети. Блин, особенно вот эта малая у меня, она такая упрямая, это кошмар. Ну, есть в кого? Чё? Есть в кого? Я, конечно, рада. Так, заполняем ватой. Теперь мы вяжем, девочки, мы вяжем 8 рядов без изменений. Сейчас посчитаю, столько ли я провязала. Вот здесь мы за заднюю провязали. Потом у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Нет. Подождите, это первый был ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот, все вместе 7 рядов. Это значит, сейчас еще 6 рядов, потом мы вместе складываем и провязываем. Это будет здесь 7 рядов. Уже вместе с этим, да? Итак, провязываем сейчас еще 6 рядов без изменений. И потом мы ее складываем вот так. Вот так вот ручка должна быть, так складываем и провязываем за обе стеночки. Вяжем это самостоятельно, а потом я вам покажу, как я вот это сделала. Вот смотрите, девочки, провязала здесь 6 рядов. Все вместе должно получиться у меня 7. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наполняю я до сюда, не полной, да, наполнять. Вот, наполняю до сюда, до половины. Теперь вместе их складываю и провязываю за обе стеночки. 2, 3, 4, 5 и все равно еще последнюю я здесь провяжу 6. Вот что у меня получилось. Вот так. Теперь такое ощущение, как будто у меня сразу видно, что это я вязала наверное, неделю назад, а это сегодня уже, знаете, слабость немножко другая, и кажется, что вот этот как будто чуть-чуть больше. Ну, может быть, мне кажется, я не знаю. Итак, теперь берем белую нить и давайте сделаем обвязочку. В принципе, вот здесь вот можно начинать обвязку, но я хочу ее начать сзади, не здесь сбоку, а сзади, чтобы как-то слить вот этот переход, чтобы его не так сильно видно было. Вы делаете, как вам удобнее, как вы считаете нужным. Я просто показываю технику, а там уже сам кто как хочет. Так, зацепила, сделала воздушную петлю, и теперь мы за переднюю стеночку провязываем вместе с этой белой нитью. Да, не мешало бы для этого, конечно, сейчас для другой крючок, но я не хочу, чтобы плотность вязания была другая, поэтому я уже делаю так же. Так, 2. Теперь я войду сюда. И на одну петлю ниже сюда. Уберу эту нить и вяжу дальше. Блин. Столько. Девочки, 3 дня не вязала. У меня, как знаете, как у наркоманов. Я уже находилась в таком состоянии, как... Ну, как она называется, блин? Ломки у меня были, во. Я, конечно, не знаю, как у наркоманов ломки, но я могу представить, потому что я так себя чувствовала. 3 дня не вязать, это ненормально, девочки. Это нехорошо для моего организма. Я становлюсь агрессивной, очень злой.
Это одно и то же, как и без сахара. Знаете, мне если шоколадку мне не дадут, я готова убить всех. Потому что у меня начинает такое... Вот смотрите, я эту нить не обрезаю, я ввожу крючок сюда. И эту ниточку где-нибудь здесь вытаскиваю. Где-нибудь здесь ее вытаскиваю. И опять же я ее... Опять вот здесь где-нибудь ее вытаскиваю. Девочки, не надо ее очень коротко здесь обрезать, потому что она очень быстро вылазит. Даже если у вас есть возможность, вот засовывайте ее несколько раз, чтобы она у вас просто в тело исчезла и все. Это такая нить, она очень быстро вылазит из вязки, она очень быстро пушится, и она, ну, выглядит потом не очень красиво. Так, ну что, по-настоящему меньше получился у меня или нет? Или мне придется его перевязывать, блин. Вязка другая нет. Он такой просто, я одну ножку здесь свободнее вязала, потому что я ее неделю назад вязала. Поэтому 2 детали вяжите всегда в один день. Потому что у вас сила в этот день одинаковая. А то если я один раз вязала, у меня такая, знаете, свободные движения. А потом связала другую ножку. Здесь уже немножко поплотнее вязала. И кажется, что ножка меньше. Но я ничего перевязывать не буду, я оставлю, как оно есть. В петельках я все правильно сделала, там просто идет от плотности уже вязания. То, что вот руки у меня сегодня набиты немножко по-другому. Итак, вяжем дальше тело. Тело будет не такое, как здесь. Тело я сделаю немножко другое. Оно будет немножко побольше, потому что тоже у меня был такой, знаете, этот медведь. Я его просто экспериментировала, как можно сделать, что можно сделать. И в течение этой вязки я потом убедилась, он тоже очень хорошенький, но я убедилась тело сделать немножко побольше, немножко пошире. Вот, поэтому животик не тот, животик будет другой. И это то, что мне сейчас нравится делать. Потом отдельно свяжем голову, она будет крепиться на шарнирах. И еще хочу сказать, я этого мишку сделала именно для фотосессии. Конечно, не очень красиво, если у него шапка будет постоянно падать. Поэтому я вязала только одно ухо, и это полностью пришито. Вот, так как такая пряжа, она такая плотная, что зефирная такая, она не будет сидеть на голове. А мне нравится, ну, чтобы все как-то оставалось, как оно есть. Поэтому смысла здесь нет еще одно ухо вязать, а просто пришила эту шапочку. Если у кого есть желание, вы вяжете 2 ушка, пришиваете, шапочку просто одеваете. Итак, будем вязать дальше тело. Это то, что сейчас мне очень нравится. Просто в ритме вязания, ничего не делать, никакие там убавки-прибавки. Просто сейчас будем вязать. Берем кольцо амигуруми и вывязываем 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем это дело. И теперь, девочки, мы делаем прибавки. Прибавки мы делаем до тех пор, пока мы не сделали последний ряд. 6 столбиков прибавка. Вы знаете, у меня сейчас в голове нету количества этого, да, петель, сколько это получается. Но если вы все правильно прибавляете, то... В принципе, можем сейчас посчитать. Я не хочу считать. Вообще у меня нет желания сейчас считать. Мозги не работают. Только руки. Я всегда петли считаю, да, и поэтому... Мы вяжем один ряд, мы делаем в каждую петельку прибавку. В каждую петельку мы делаем прибавку. Получается у нас 12 петель. Следующий ряд. Вы можете здесь поставить сейчас уже прям маркер. Я его сейчас ставить не буду и поставлю в следующем ряду. Вяжем 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. Столбик, прибавка. И так далее 6 раз. Столбик, прибавка, столбик и прибавка. Вот, теперь мы ставим здесь маркер, или вы уже поставили. Вот, теперь я могу по этим петелькам видеть, что у нас вот 1 петля, 2 петля и вот галочка. Это тут прибавки делаются. И мы так вяжем до тех пор, пока вы не провяжете один ряд 6 столбиков прибавка. Понимаете?
Не знаю, сколько, где, ну, девочки, ну вот не обижайтесь, не знаю, сколько сейчас я это самое. У меня вот схемка, я ее писала, когда вот я когда вязала и писала, поэтому я не писала количество петель какое, да, с головы. Поэтому вяжем до тех пор прибавления, пока вы не свяжете ряд 6 столбиков прибавка. Когда вы этот ряд свяжете, мы опять здесь с вами увидимся. Итак, девочки, смотрите, я провязала. У меня получилось 48 петель. Ну, у меня это было в голове, но я боялась ошибиться и опозориться, поэтому я не стала ничего говорить. 48 петель у меня сейчас в данный момент. И вот этот последний ряд был, где я провязала 6 столбиков прибавка, да? Теперь мы в этом ряду будем ввязывать ножки. Итак, мы прикладываем ножку вот так. И вот так вот мы ее будем ввязывать. Я всегда делаю такую технику, да, что я ввязываю сейчас в данный момент не сюда, как положено, а ввязываю вот в эту боковую еще, потому что боковая всегда немножко висит. Но мы ее можем, знаете, что сделать? Мы можем ее не ввязывать экстра, а мы можем ее прихватить просто вместе вот с этой. Я вот ее прихватываю, эту петельку, и сюда. И вместе ее провязываю. Тогда она четкий ровный край. И провязываем. Я не знаю сейчас, сколько здесь будет петелек. Провязываем вместе. Это раз. Два. Видно все хорошо? 3. 4. 5. 6. И 7. 7 петелек у меня получилось. Тут у меня был такой портак. Я его сейчас просто ввяжу сюда. Теперь я вот думаю, что мы, знаете, схемки нету я точной, да, сколько петель провязан. Вот мы сейчас дошли вот буквально вот до вот этого места, где мы делали прибавку. Я думаю, что мы вот эту часть и вот эту часть провяжем, а потом будем опять ввязывать ножку. Для этого, я сейчас посмотрю, сколько это петель получается. Вяжем дальше. Раз. Два. Три. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, подождите, сейчас посмотрю. 10, 11, 12, 13, 14, 15 и сделаем 16 и 17. Пусть будет 17 петель. Она будет симметрично здесь. 17 петель и потом ввязываем вот в эту ножку. Вот так. Если кто-то хочет, чтобы ножки были косолапые, то, девочки, вы можете провязать еще сперва 2 ряда наверх, а потом их ввязывать. Тогда они будут, мишка будет идти не в длину, а более коротенький, но будет косолапый такой. Я хочу его немножко в длину сделать. Так, итак, я провязала здесь сколько было? 17 петель. Теперь мы ввязываем эту ножку. Мы ее ложим вот так. Вводим сюда. Ниточка должна идти сверху, чтобы мы ее ввязали в течение работы. И провязываем. Также должно быть 7 петелек. Раз. Два. Натягиваем. 3. 4. 5. 6. И вот смотрите, вот здесь 7-я последняя, да, но я хочу опять же вот эту крайнюю забрать.
Попробую как-нибудь схимичить или так, или может быть сперва эту захватить, вот эту вот боковую. Я вообще не люблю эту порнографию, честное слово, девочки. Когда вот этот конец здесь висит, он меня раздражает потом. Так, попробовать ее захватить. Вот так, во, точно. И вывязываем их все. Вот так. И видите, теперь ровный край, здесь ничего не висит. И довязываем вот до этого места, это у нас спина. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Ура! Итак, ноги мы косолапому вязали. Да, ой, я уже балдю, честное слово, мне уже нравится. Смотрите, вот этот медвежонок, это был, ну, это как пробный экземпляр. И видно, что у него ножки короче, потому что я их чуть выше провязала, чем у этого. Он тоже хорошенький, да? Но я вот что-то хочу вот раз так сделать. Итак, ой, такой прям аж начинаю возбуждаться потихонечку. Девочки, простите меня, кто-то от чего-то возбуждается, но я от этого. Вот, ставим здесь маркер, это у нас зад, получается. Знаете, сколько мы рядов вяжем? После этого мы вяжем 8 рядов. 8 рядов наверх, но между... нет, это уже потом в убавках идет. Мы вяжем сперва 8 рядов наверх. Потом будем делать убавки, и потом я вам покажу, где ввязываем ручки, да? Вот, итак, без изменений 8 рядов. А я пошла на улицу вязать. У нас сейчас время 9 часов вечера, и погода такая, знаете, такая она, дождик должен пойти, что не сильно жарко и тепло, и у меня там лавочка есть, и я сейчас пойду и повяжу. Это такой кайф тоже, пока меня никто не трогает. Так что увидимся через 8 рядов. Итак, девочки, я провязала 8 рядов. Сейчас он как мешок так выглядит. Интересно, да? Но когда его мы наполняем, у него больше будет животик, он такой пузатенький будет. Вот, и ножки у него автоматически так раздвинутся. И здесь вот это место уйдет, как вот этот конус, да, чтобы его не было. Итак, сейчас мы, знаете, что с вами делаем? Делаем убавки. Мы делаем один ряд 6 столбиков убавка. Итак, 6 раз. Один ряд без изменений. Потом 5 столбиков убавка 6 раз и один ряд без изменений. Вот. И еще один ряд идет 4 столбика убавка 6 раз. И потом мы можем встретиться здесь опять. Вот. Итак, мы делаем сейчас, я вам еще раз покажу. Мы сейчас делаем 6 столбиков убавка 6 раз, один ряд без изменений, потом 5 столбиков убавка 6 раз, один ряд без изменений и 4 столбика убавка. Потом встретимся здесь с вами и посмотрим, сколько рядов надо будет провязать, чтобы потом ввязывать ручки. Окей? Итак, девочки, посмотрите сюда. Я связала вот такой животик. У меня здесь сейчас в данный момент 30 петель. Набила его ватой. Он такой пузатенький получился. Мне очень нравится. Такой был запланирован. Теперь последний ряд я провязала 4 столбика убавка. И так 6 раз. И у меня сейчас в данный момент находится 30 петель. И вот следующий ряд мы не будем делать убавки, а будем ввязывать ручки. Вот, ручки мы будем ввязывать вот так. Вот так одна. И вот так вторая. И вот такой он будет у нас пузатик. Смотрите, если кто хочет, набивает немножко меньше в живот, он будет у вас удлиненный. Я люблю пузатых. И вот такого я хочу его иметь. Вот сейчас, если мы эти ручки вяжем, и потом будем только до конца делать убавочки, вы увидите, что он будет очень сладенький. Итак, я вот последний ряд, ну потом уже, когда я ручки вяжу, я эту вату так разложу, чтобы она была ровненькая, без всяких вот этих вот бугров. Я не люблю, когда там бугор, там бугор. Просто сейчас так набила, чтобы вы примерно видели, как он выглядит, этот медвежонок. Итак, сейчас мы ввязываем ручки. Для этого вам нужно быть ровно в середине сзади. И надо сейчас рассчитать, сколько у нас
петель на ручек и сколько петель у нас здесь. И так разделить, чтобы все было пропорционально. Итак, находим середину сзади, да, но если вы маркер постоянно продвигаете, то вы должны быть в середине. Бывает иногда петли смещения, вы просто смотрите, чтобы была точно середина. Вот, по петелькам, если смотреть, что у ручки здесь 6 петель, и здесь у нас 30, у нас получается одна петля как будто бы лишняя, да, но мы ее где-нибудь сзади спрячем, это ничего страшного. Для этого я нахожусь сейчас сзади и вяжу в данный момент 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь мы прикладываем руку. И опять же смотрим, вот эта вот петля, которая мне не нравится, я ее просто захватываю. И иду вот сюда. Не знаю, хорошо видно резкость или нет. Вот видите, я ее захватила боковую и зашла в первую петельку. И провязываю вместе с телом. Девочки, сразу говорю, я надеюсь, что это будет все пропорционально. Я сейчас делаю это только по расчету, да. Но я еще его именно с таким животиком не вязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, провязали 6 петель. Теперь вяжем 9 петель. Раз, два. Эту ниточку обязательно здесь провязываем, натягиваем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 или 9. Если 8, тогда у нас все там будет пропорционально. 8, ну давайте приложим. 8. А если 9, то здесь. Нет, 9. 9 петель. 9. И теперь провязываем эту руку. Раз. Хорошо вам видно, нет? То я уже сейчас вся тут в работе, даже на камеру не смотрю. 2. Затягиваем. 3. Конечно, если вы это в руках имеете или там на коленках ложите, да, когда вяжете, это намного проще, чем сейчас я вот показываю. Это тяжело. 4, 5. И вот эта вот шестая с вот этой вот противной последней. Как бы мне ее взять? Вот так. 6. Вот, ну и идем до середины. Там должно быть на одной петельке меньше, чем мы здесь сперва вязали. Но это не страшно. Вот так. Вот здесь мы в серединке. Вот получается вот такой у нас карапузик. Вы смотрите, какой он классный. Клянусь, девочки, первый раз его вяжу. Вот этот живот. Просто я один раз его связала и решила в следующей медвежонке, что буду делать это для видео, животик увеличить. Но не знала точно в пропорции достаточно или нет. Но я не вижу, чтобы он... Плохо сейчас показано, я вам потом вот покажу, когда он будет готов. Не вижу, чтобы он был чересчур большой. Если сейчас резко шея уйдет, то будет просто класс. И я здесь потом все разровняю, эту вату. Сейчас он буграми весь, только мне не нравится. Итак, теперь мы делаем просто убавки. Следующий ряд идет 3 столбика убавка 6 раз, потом 2 столбика убавка 6 раз и 1 столбик убавка 6 раз. Когда я это все закрою, я буду, я буду вставлять вот этот шарнир. Я вам покажу, как я его сюда вставляю. Если кто делает без шарниров, у кого такого нету, вы просто закрываете голову, ну, я не знаю, кому как удобнее. Некоторые закрывают и потом на закрытое основание пришивают голову, а некоторые оставляют немножко, например,
какой-нибудь круг там из 12 петель, и потом этими петлями они захватывают голову, пришивают. Смотрите сами, я, девочки, честное слово, не люблю пришивать, я пользуюсь вот этими вещичками, потому что я могу их себе достать, поэтому видео я тоже также показываю. Кто не умеет пришивать головы, я уверена, что есть видео, как пришить голову игрушки. Задайте здесь в YouTube, вы найдете. Я экстра по этой теме видео делать не хочу, потому что я этого делать не умею. Зачем мне показывать то, что я не умею? Поэтому, девочки, вяжем дальше. Делаем убавки, да? Делаем убавки. Сейчас следующий идет 3 столбика, убавка, и так 6 раз. И так до конца. Итак, посмотрите, я сейчас сделала убавки до тех пор, пока у меня не стало 12 петель. Вот такой карапуз он получается. Если здесь еще будут вот эти вот штучки, куда я их делала, господи, вот эти вот здесь вот так вот будут торчать, когда мы их пришьем, он будет симпатичный. Здесь будет у меня сердце с именем. Я сейчас тоже себе приобрела машинку вышивальную, и с этой машинкой вот делаю вот эти вот имена. Здесь будет имя. Здесь я отрезала нить. У меня в данный момент убавки я сделала до тех пор, пока у меня не образовалось 12 петель. И взяла цыганскую иголку, немножко ниточку подлиннее. И теперь мы сейчас вставляем вот этот вот шарнир сюда. Вот так он вставляется. И мы это все дело будем просто затягивать в каждую переднюю. За переднюю стеночку достаточно, да, вы видите? Вот так. Я надеюсь, эта нитка даст, потому что она очень сильно пушится. Я всегда рискую этой ниткой затянуть, хотя лучше брать всегда прочную нить, но у меня вроде получается. Так. В каждую петельку проводим, затягиваем. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится, как так аккуратно, лишь бы только она не порвалась. Когда сильно затягиваешь, она может порваться. И тогда, блин, все. И теперь просто, знаете, я для своей же уверенности несколько стежков еще таких сделаю. Завяжу вокруг этого шплинта. Сделаю узел. Засуну куда-нибудь его вот сюда. Там уже сами, как вы хотите, да, я. И еще раз где-нибудь здесь. А потом только это добро обрезается. Вот. Ну вот такой карапуз получился. Девочки, к нему еще хвостик. Хвостик я с вами не вязала, да? Я, по-моему, ни хвостик не вязала, ни ушки еще. Но я вам покажу.